поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео. Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим еще одну неисправность. У нас не работает стеклоомыватель лобового стекла. Нажимаем на рычаг управления стеклоомывателем лобового стекла. Стеклоочистители делают серию взмахов, а омыватель лобового стекла не работает. Сейчас мы рассмотрим последовательность действий, как найти неисправность и найдем причину, почему не работает стеклоомыватель лобового стекла. Начнем поиск неисправности с предохранителей, которые находятся у нас в салоне за перчаточным ящиком. В блоке предохранителей нам нужно найти 41 предохранитель на 5 ампер. Предохранитель под номером 41 находится у нас в нижнем ряду предохранителей. Если считать слева направо, он у нас под номером 11. Начинаем отсчет слева направо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это нужный нам предохранитель, который находится по схеме под номером 41 на 5 ампер. Снимаем его и проверяем. Предохранитель целый. Устанавливаем его на место. Заодно проверим предохранитель омывателя заднего стекла. Находится он у нас в блоке предохранителей, который находится в багажнике, под номером 81 на 20 ампер. Если считать слева направо, он у нас находится под номером 10. И отсчитываем слева направо 10 предохранитель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 20 ампер. И снимаем предохранитель на 20 ампер. Предохранитель у нас целый. Устанавливаем его на место. Далее нам нужно проверить насос омывателя лобового стекла, который находится у нас на нашем бачке омывателя под капотом. В боковой части бачка омывателя находится у нас мотор омывателя фар. Нам нужно добраться до задней части бачка омывателя. Там у нас находится моторчик омывателя лобового стекла и заднего стекла. Этот насос отвечает за омыватель лобового стекла. Этот насос отвечает за омыватель заднего стекла. Для более удобного доступа к моторчикам нам нужно открутить две пластиковые гайки, которые находятся у нас одна вот с этой стороны, и вторая гайка находится у нас вот здесь. Для того, чтобы открутить бачок омывателя, нам понадобится головка на 10, удлинитель и трещотка. Откручиваем первую гайку. И откручиваем вторую гайку. Далее приподнимаем и отодвигаем наш бачок. Для того, чтобы проверить насос лобового стекла, нам нужно поменять разъемы и поменять трубки местами. Нажимаем на фиксатор разъема нашего насоса и подтягиваем разъем вверх. Разъем сняли. И снимаем второй разъем на втором насосе, который отвечает за омыватель заднего стекла. Нажимаем на фиксатор и подтягиваем его вверх. Разъемы сразу можно поменять местами и подключить. Это у нас фишка с насоса, который отвечает за лобовое стекло. Это фишка у нас с насоса, который отвечает за омыватель заднего стекла. И подключаем. Также нам нужно поменять трубки омывателя местами. Это у нас трубка с насоса омывателя лобового стекла и вторая трубка с насоса омывателя заднего стекла. И снимаем вторую трубку. Сразу ее можем одеть на насос, который отвечает за лобовое стекло. И подключаем трубку омывателя
переднего лобового стекла к насосу омывателя заднего лобового стекла. Далее мы приступим к проверке. Нажимаем на рычажный переключатель омывателя лобового стекла. Дворники у нас делают серию взмахов, и омыватель лобового стекла у нас также срабатывает. Таким образом мы выяснили, что мотор омывателя лобового стекла неисправный. Ссылочку на видео о замене мотора омывателя лобового стекла я оставлю вверху в всплывающем окне и под видео в описании. Надеюсь, данное видео будет полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и переходите по ссылке на видео о замене мотора омывателя лобового стекла. Так, а мы вернем наши трубки на место. Устанавливаем трубку омывателя заднего стекла и подключаем трубку к насосу омывателя лобового стекла. И не забываем поменять разъемы местами. Один разъем. И второй разъем. И подключаем разъемы на свои места. Этот разъем у нас идет на омыватель лобового стекла. А этот разъем у нас идет на омыватель заднего стекла. Устанавливаем бычок омывателя на место. Закручиваем одну гайку. Бачок на месте. Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео.